Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовим очень сытное и вкусное блюдо. Если у вас есть немного фарша, мука и желание готовить, давайте приступать. Первым делом приготовим тесто. Нам понадобится сахар, мука, соль, дрожжи, теплая вода и растительное масло. Вместо воды можно взять молоко. В миску просеиваем муку и добавляем сначала сухие ингредиенты, перемешиваем. Затем вливаем теплую воду и растительное масло. Замешиваем тесто. Сначала замешиваем в миске, затем переносим на рабочую поверхность. Тесто должно быть мягким и гладким. Готовое тесто отправляем в миску, накрываем полотенцем и отправляем в теплое место на 1 час. Тем временем подготовим начинку. У меня фарш, лук, соль, перец, паприка. Лук нарезаем мелким кубиком. Фарш можно брать любой, у меня свинина. Добавляем паприку, молотый перец и соль. Высыпаем измельченный лук и тщательно перемешиваем. Начинка готова. Возвращаемся к тесту. Хорошенько его разминаем и делим на 6 равных частей. Можно разделить и на 8 или 10, тогда выпечка будет меньшего размера. Каждый кусочек подкатываем в шар и накрываем пищевой пленкой, чтобы тесто не заветрилось. Рабочую поверхность припыляем мукой. Берем по одному шарику и раскатываем в лепешку. Смазываем растопленным сливочным маслом. Готовый фарш разделяю на 6 равных частей. И выкладываем 1 столовую ложку начинки. Равномерно распределяем ее по всему тесту. Делаем небольшой надрез до центра лепешки. Начинаем складывать. Защипываем открытый край. Снизу также защипываем. Начинка должна быть полностью закрытой. Поправляем тесто, формируя конус. Теперь сверху придавливаем рукой. Получается такая симпатичная лепешка. Чуть поправляем ее и приминаем. Тесто мягкое, не рвется при формировании. Таким же образом формируем другие лепешки. Готовую самсу, назовем ее так, выкладываем на противень, засланный пергаментной бумагой. Смазываем желтком и при желании посыпаем кунжутом. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов на 35-40 минут. Время выпечки зависит от вашей духовки. Самса должна подрумяниться. Достаем из духовки и даем чуть остыть. Посмотрите, какие воздушные получились булочки. Очень мягкие, сочные, сытные.
Давайте посмотрим в разрезе. Они еще горячие, но мне не терпится вам показать. Тесто хорошо пропеклось, мягкое, слоеное. Так как на низу было больше всего теста, мы наблюдаем небольшое уплотнение. Подавать их можно вместо хлеба к первым блюдам, либо как закуску к чаю. А еще очень удобно брать с собой на природу или в дорогу. Кроме того, такую выпечку можно готовить на сковороде. Это на тот случай, если у вас нет духовки. Обжариваем на среднем огне с двух сторон до румяности, периодически переворачивая. Мой канал. Сегодня у меня для вас вкусный рецепт мясного блюда. Готовим люля-кебаб. Его можно готовить в любое время года, не беспокойся о капризах погоды. Конечно, на открытом огне блюдо получается более ароматным, так как напитывается дымком, но по вкусу домашний вариант практически не уступает уличному. Нам понадобится телятина, курица, либо индейка, внутренний жир баранины я заменила на сало, репчатый лук и приправы. Мясо, лук и сало прокручиваем через мясорубку. Чтобы фарш получился равномерным, надо прокручивать не по отдельности мясо, лук и жир, а вперемешку, то есть кусочек мяса, с ним лук и кусочек сала. При этом уже в мясорубке происходит соединение компонентов. Мелко шинкуем зелень и добавляем к фаршу. Теперь вводим специи: куркуму, паприку, кориандр, соль, черный перец. Сделать вкус и аромат люля-кебаба в духовке на шпажках необыкновенно выразительным способна копченая паприка. Поэтому, если у вас она есть, обязательно добавьте к мясу 1-2 чайные ложки. Начинаем вымешивать фарш. Делаем это очень тщательно. Вымешиваем руками, чтобы получилась однородная гладкая масса. Собираем фарш в ком и слегка отбиваем его от дна миски. Эта манипуляция удаляет лишний воздух, фарш становится эластичным. Секрет успеха люля-кебаба в идеальном вымешивании фарша. Он должен стать вязким и не разваливаться под руками. Вот такой консистенции. Готовый фарш отправляем в холодильник от 2 до 4 часов, чтобы он охладился. Главное, чтобы фарш стал твердым, но не замерз до конца. Шпажки у нас деревянные, поэтому, чтобы они не сгорели в духовке, заранее замочим их в воде. По истечении времени берем небольшой кусочек фарша, отбиваем его и формируем колбаску. Нанизываем на шпажку, формируем кебаб, плотно придавливая к шпажке. Учитывайте, что при выпечке люля уменьшится в размере. Противень застилаем пергаментной бумагой и выкладываем на него наши кебабы. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 200 градусов на полчаса. Приготовленный в домашних условиях в духовке люля-кебаб готов к употреблению. Он получился темненький, так как основной состав фарша – это говядина. Подавайте люля-кебаб горячим с овощным салатом, хлебом, лепешками, отварным картофелем и различными соусами. Сегодня мы приготовим очень оригинальное блюдо – самса-шашлык. Его можно назвать палочкой-выручалочкой на кухне. И дело тут не в том, что готовится оно на деревянных шпажках. Будь то ужин, пикник или перекус в дорогу, всегда выручает. В самом начале приготовления замочите деревянные шпажки в воде. Для мясной начинки нам понадобится 400 грамм фарша, 3 луковицы, картофель 2-3 штуки, соль, перец, зира по вкусу. Картофель натираем на крупную терку.
отжать от лишней жидкости и добавить к фаршу. Лук мелко измельчить с помощью ножа и также добавить к фаршу. Солим, перчим, добавляем зиру по вкусу. Тщательно вымешиваем фарш. Займемся тестом. В просеянную муку добавляем соль, соду, перемешиваем. Добавляем мягкое или растопленное сливочное масло. Перетираем руками в крошку. Добавляем сметану или кефир. Одно яйцо. Замешиваем тесто. Готовое тесто накрыть пищевой пленкой и дать отдохнуть 20 минут. Тесто раскатать в колбаску и разделить на 8 равных частей. Из каждой выкатываем шарик. Раскатываем тесто. Из фарша отбиваем котлету. Нанизываем ее на деревянную шпажку. Выкладываем сверху на тесто. Нарезаем полоски с двух сторон. Сначала закрываем верх и низ котлеты. А потом заплетаем косичку. Выкладываем на противень, засланный пергаментной бумагой. Смазываем желтком. И посыпаем кунжутом. Выпекаем в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов до готовности. У меня выпекались 40 минут. Самса шашлык готово. Много начинки, мало теста. Приготовьте и вы. Свои отзывы можете оставить у меня на инстаграм-странице. Ссылку ставлю в описании под видео. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Всем приятного аппетита! Сегодня готовим очень вкусные, сытные фаршированные блинчики на воде. Фаршированные блины сами по себе отличное дополнение для любого стола, включая праздничный. А с фаршем они получаются еще более вкусными. Готовить их можно из любого мяса, подавать соусом либо сметаной, а также можно заморозить впрок для любого перекуса. Для приготовления нам понадобится кипяченая вода, яйца, мука, растительное масло, соль. Для начинки фарш, репчатый лук, соль, перец, мука. Первым делом приготовим начинку. Рецепт я взяла из поварской книги 60-го года. Мне очень понравилось приготовление и вкус готовой начинки. Кроме того, ею можно начинять блины, пироги, пирожки или делать запеканки, либо дополнять блюда с макаронными изделиями. У меня 300 грамм фарша. Я его солю, перчу и перемешиваю. Форму смазываю смальцем и выкладываю в нее фарш, слоем не менее 3 см. Смалец можно заменить на растительное масло. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов, приблизительно на 15 минут. Мясо должно приготовиться и дать сок.
Одну среднюю луковицу чистим, моем и нарезаем небольшим кубиком. Обжариваем в небольшом количестве растительного масла. Достаем фарш из духовки. Смотрите, сколько сока. Если его мало, можно добавить воды и запекать вместе с водой. В любом случае жидкость должна быть. Сливаем его в отдельную посуду. Фарш с луком пропускаем через мясорубку. Пока отставляем в сторону и займемся соусом. 1 столовую ложку муки обжариваем на сухой сковороде до золотистого цвета. Добавляем ее к соку от фарша и, помешивая, варим до загустения на медленном огне. Соус должен иметь консистенцию густой сметаны. Добавляем его к фаршу и тщательно перемешиваем. Пробуем на вкус, солим, перчим. При желании можно добавить зелень. Начинка готова. Теперь займемся блинами. Нам понадобится 3 яйца. Добавляем к ним щепотку соли. Все хорошо взбиваем венчиком. Добавляем 600 мл кипяченой воды комнатной температуры. Постепенно вводим муку и замешиваем тесто. В конце добавляем 2 столовые ложки растительного масла. Все ингредиенты хорошо перемешайте, чтобы тесто стало однородное, без комочков. Блинное тесто должно получиться жидкое. Перед первым блином сковороду немного смажьте растительным маслом. Наливаем тесто на горячую сковороду и распределяем его по всей поверхности тонким слоем. Обжариваем с 2 сторон до готовности. У меня абсолютно все блины получились белыми. Причин для этого много, и у меня на канале есть видеообзор по этому вопросу. Ссылка в описании под видео. Впрочем, это не беда, ведь мы блины будем еще обжаривать, поэтому румяный аппетитный оттенок у моих блинчиков обязательно будет. Блины готовы. Из указанного количества ингредиентов у меня получилось 15 мягких нежных блинчиков. Формируем закуску. На одну сторону готового блинчика выкладываем 1-2 столовые ложки мясной начинки. Подверните блинчик по краям и сверните рулетом. Таким образом наполните все блинчики мясной начинкой. Если у вас блинчики будут поджаристые с одной стороны, заворачивайте их более светлой стороной наружу. В таком виде их можно заморозить. Отправляем в полиэтиленовый пакет и в морозильную камеру. Когда нужно, достаем и обжариваем. Обжариваем в небольшом количестве растительного масла на среднем огне до золотистого цвета с 2 сторон. Подаем к столу горячими со сметаной. Блинчики получились очень мягкими и нежными на вкус. Начинка ароматной, сочной и очень вкусной. Это очень удобный рецепт, так как такие блины можно замораживать и брать их как перекус на работу, в школу или в дорогу. Самса по-домашнему – прекрасный вариант для закуски или ужина. Практически никто не останется равнодушным от ароматной, сочной картофельно-мясной начинки. Будут еще просить добавки. Для начала подготовим начинку. Мясной фарш, лук измельчаем с помощью блендера или мясорубки. Добавляем картофель, измельченный на крупную терку. Соль, перец, любимые приправы. Все тщательно перемешиваем. Приготовим тесто. В миску просеять муку. Добавляем дрожжи, разрыхлитель, сахар, соль.
Все перемешиваем. Добавляем молоко, перемешиваем. Влить растительное масло. Можно заменить на растопленное сливочное масло. 4 столовые ложки. Замешиваем тесто. При необходимости добавляем муку. Тесто получается мягким и эластичным. Накрываем пищевой пленкой и даем отдохнуть 30 минут. Тесто чуть разминаем и делим на 9 одинаковых частей. Подкатываем каждую часть в шарик. Все накрываем пищевой пленкой и оставляем на 15 минут. Из муки и крахмала подготовить смесь для раскатки теста. Я взяла 2 столовые ложки муки и 2 столовые ложки картофельного крахмала. Берем кусочек теста, немного приминаем и обмакиваем в смесь. Раскатываем каждый кусочек диаметром 10 см и складываем друг на друга. Можно взять несколько лепешек, сложить друг на друга и раскатать. Я не стала рисковать и раскатываю каждую лепешку отдельно. Тесто мягкое, податливое, поэтому делать это очень легко. Раскатываем до полупрозрачности. Середину смазываем растопленным сливочным маслом. Переворачиваем смазанной стороной вниз. В середину положить столовую ложку начинки. Края лепешки собрать в пучок. Собранный пучок в виде мешочка перекрутить в виде узелка. Края раскрыть и заправить вниз, формируя самсу. Готовую самсу смазать растопленным сливочным маслом. Выпекаем в разогретой духовке до 190 градусов, до румяности. У меня время выпечки заняло 35 минут. Ориентируйтесь по своим духовкам. Пока самса горячая, смазываем ее сливочным маслом. Даем остыть и будем дегустировать. Самса получилась очень вкусной и сочной. Чем-то мне напоминает пельмешек. Ну, большой, конечно, но естественно тесто отличается. В общем, рекомендую. На ужин, перекус на работу или в дорогу очень даже подойдет. Начинку можно менять. Вариации начинок для самсы по-домашнему я напишу в описании под видео. А вы не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Всем приятного аппетита!